Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 1 апреля, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. В Иерусалиме вчера рядом со зданием Кнессета прошла антиправительственная демонстрация, участники которой требовали отставки правительства и возвращения заложников, которые удерживаются в секторе Газа. После того, как около 1000 демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую к Кнессету, полиция начала действовать. Добавлю, что некоторые кадры и некоторую информацию мы не можем публиковать на этой платформе из-за политики платформы. Участники протеста поджигали покрышки и запускали сигнальные ракеты. Сотрудники полиции Иерусалима эвакуировали несколько автомобилей, которыми перекрывались подъезды к Кнессету. В полиции еще раз напоминают, цитирую: «Полиция Израиля будет работать над обеспечением свободы протеста при условии соблюдения его участниками общественного порядка и закона. Однако любой случай беспорядка недопустим». Конец цитаты. Во время акции протеста вчера нарушители порядка открыли пожарные гидранты, не имея на это никакой крайней необходимости. Также в воду, которая начала заливать дорогу, ведущую к Кнессету, они добавили красную краску. 2 активистов были найдены и задержаны. В ходе обыска у них были обнаружены инструменты, с помощью которых они и открывали пожарные гидранты. После решительных действий полиции Иерусалима во время антиправительственной акции протеста депутат Кнессета Наама Лазими от партии «Вода» обвинила полицию, цитирую, в оказании помощи правительству в подавлении демократии. История запомнит, кто встал на защиту государства, демократического режима и его граждан, а кто не служил народу, пишет Наама в соцсети X. «Мы не сдадимся и будем бороться еще упорнее и решительнее, пока Израиль не победит». Депутат Кнессета, по-видимому, собралась побеждать Нетаньягу. Это важнее, чем война в Газе с Хамас. Далее к другим событиям. Полиция Израиля сообщает об аресте 2 подозреваемых в так называемом скандале Катергейт. В ивритоязычных СМИ их называют Йонатаном Урихом и Эли Фельштейном, главными помощниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Напомню, что ранее Эли Фельштейн уже был арестован по делу о передаче секретных документов армии обороны Израиля для иностранных СМИ, но позже его отпустили под домашний арест. В очень кратком заявлении для прессы полиция сообщает, что 2 подозреваемых были арестованы в рамках расследования предполагаемых незаконных связей между старшими помощниками Нетаньягу и Катаром. Дальнейшие подробности не подлежат публикации из-за наложенного судом запрета на разглашение информации по данному делу. Добавлю, что расследование было начато после того, как выяснилось, что бывший пресс-секретарь Нетаньягу Фельштейн, обвиняемый в нанесении ущерба национальной безопасности в деле, связанном с кражей и утечкой секретных документов армии обороны Израиля, работал на Катар через международную фирму, нанятую Дохой, в то время как он был пресс-секретарем премьер-министра Нетаньягу.
Ну и партия Ликуд премьер-министра Нетаньягу уже опубликовала заявление, в котором выступила против сфабрикованных расследований и заявила, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Шабак, цитирую, работали над совершением государственного переворота с помощью ордеров на арест. Заявление Ликуда было опубликовано в то время, когда Нетаньягу уже направлялся для дачи показаний в полицию по делу Катергейт. Гангстерский арест помощников Нетаньягу – это новое падение в политической гонке за смещение правого премьер-министра и предотвращение увольнения несостоявшегося главы Шабак Ронена Бара, говорится в заявлении партии Ликуд. И уже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу опубликовал видео после допроса его полицией в связи со скандалом Катергейт и назвал расследование политически мотивированным, добавив, что двое из его главных помощников, которые были арестованы, находятся в заложниках. В видео Нетаньягу говорит, что когда полиция сообщила ему, что ему необходимо дать показания по этому делу, он сразу же освободил для этого время. Полиция сказала мне, что им нужно 4 часа. Но через час у них закончились вопросы, говорит Нетаньягу. Премьер-министр добавляет, что он попросил полицию предоставить ему доказательства. «Я сказал, покажите мне что-нибудь, но у них ничего не было. Я понимал, что это политическое расследование, но не знал, насколько оно масштабное, и что они держат Йонатана Уриха и Эли Фельштейна в качестве заложников», говорит Нетаньягу, имея в виду двух своих помощников, которые были задержаны вчера утром и находятся под стражей. Это политическая охота, цель которой помешать отставке главы Шабак Ронена Бара и свергнуть правого премьер-министра, добавляет Биньямин Нетаньягу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу в настоящее время пересматривает назначение бывшего командующего ВМС вице-адмирала в отставке Эли Шарвита на пост следующего главы Шабак вместо Ронена Бара. Напомню, что вчера, объявляя о выборе Шарвита, офис Нетаньягу заявил, что премьер-министр, цитирую, убежден, что Шарвит – подходящий человек для того, чтобы возглавить Шабак на пути, который продолжит славные традиции организации. Однако сейчас сообщается, что Нетаньягу обдумывает возможность выбора другого кандидата из-за сообщений об участии Шарвита в протестах против плана правительства по реформированию судебной системы. Как оказалось, Шарвит так называемый капланист. В марте 23 года Шарвит присоединился к протестам на улице Каплан в Тель-Авиве вместе с другими бывшими военными офицерами. Он не призывал отказываться от явки на службу, как это делали другие резервисты, а лишь выразил обеспокоенность по поводу планируемого законодательства о судебной системе. Вопрос остается без ответа. Как такая спорная личность, которая фактически выступила против правительства Израиля, была одобрена на пост главы Службы безопасности Шабак? Как пишут СМИ, Нетаньягу пытались предложить кандидатуру Эли Шарвита как профессионального военного, но по факту изначально о нем была скрыта главная информация. Выходил на протест, не поддерживает правительство. Такой себе засланный казачок. Тем временем многие члены коалиции после решения назначить главой Шабак Эли Шарвита смогли остановить Нетаньягу. Коалиция заявила премьер-министру, что осуждает его выбор назначить бывшего командующего ВМС вице-адмирала Эли Шарвита в качестве следующего командующего Службы безопасности Шабак, цитирую. «Замена человека с мировоззрением с улицы Каплан другим человеком с похожим мировоззрением не решает проблему, а лишь увековечивает ее в других рамках», утверждает министр Амихай Элияху с партии Оцма Иудит, имея в виду антиправительственные протесты, которые проходят на улице Каплан в Тель-Авиве. «Если мы хотим укрепить демократическую систему, мы должны гарантировать, что руководители стратегических организаций, такие как Шабак, привержены концепции, которая уважает волю народа, выраженную в ходе демократических избирательных процессов». Еще раз напомню, что Нетаньягу пересматривает назначение Шарвита и становится все менее вероятным, что Шарвит заменит нынешнего главу Шабак Ронена Бара.
Представители 13 палестинских террористических группировок после встречи в Бейруте сообщили посредникам в Египте и Катаре, что любое обсуждение идеи отказа от разоружения боевиков в секторе Газа недопустимо. Террористы подчеркивают, что они не пойдут на компромисс, но могут начать обсуждение этого вопроса, если Израиль полностью выведет войска из сектора Газа, будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня и начнется обсуждение создания палестинского государства. Лишь в этом случае группировки во главе с Хамас будут, цитирую, «готовы обсудить интеграцию своих военных подразделений в институты создаваемого палестинского государства». Законодатели проголосовали за одобрение в третьем и окончательном чтениях закона, предусматривающего создание национального органа по борьбе с бедностью. Новый орган, среди прочего, будет разрабатывать многолетний национальный план и ежегодные планы по борьбе с бедностью и профилактике бедности, а также контролировать их реализацию и создавать национальный центр информации и исследований в области бедности. Он также будет уполномочен помогать семьям, находящимся за чертой бедности, которые еще не получили помощи по традиционным каналам социального обеспечения. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Не забывайте подписываться на наш официальный телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Эйнау Зангаукер, чей сын Матан удерживается в заложниках в секторе Газа, принесла письмо премьер-министру Биньямину Нетаньягу во время перерыва по слушаниях по его текущему уголовному делу, связанным с шампанским и сигарами. Зангаукер пришла в суд и заявила, что написала письмо премьер-министру, потому что, цитирую, «вы последовательно и систематически отказываетесь встретиться со мной наедине, несмотря на мои многочисленные официальные просьбы, как это принято в ваших отношениях со всеми семьями заложников. Я прошу вас позаботиться о том, чтобы вытащить Матана из ада, и я требую, чтобы премьер-министр заключил всеобъемлющее соглашение, которое обеспечит решение для всех 59 заложников, как живых, так и павших, а также положит конец войне, потому что мы знаем, что это единственное условие, которое Хамас не готов выполнить», говорит Зангаукер, по всей видимости, представляя Хамас. «Это ненужная война. Больше заложники не должны платить за это своими жизнями. Если мой Матан сумел дожить до этого дня, я требую, чтобы премьер-министр вернул его и всех остальных домой и не рисковать ни единым волоском на голове солдата при попытке спасти заложников», говорит Эйнау Зангаукер. Письмо, которое Зангаукер принесла в суд, забрал адвокат Нетаньягу. Добавлю, что Зангаукер требует то, что и требует Хамас. Эти же тексты Зангаукер транслирует каждый день на площадях нашей страны. Вот почему Израиль, к сожалению, проигрывает информационную войну. Но вы можете остановить это. Делитесь этим видео в социальных сетях. Также мы рекомендуем подписаться на канал Бориса Апличука. Это правдивая информация без фейков. Ссылку на канал, который называется Борис Апличук, мы оставим в описании под этим видео. Подпишитесь также и на него. Днем 31 марта в Анталии совершил экстренную посадку самолет, на борту которого находилось около 150 израильских старшеклассников, которые летели на экскурсию в Польшу. За школьниками был отправлен другой самолет, но и в нем также была обнаружена неисправность. Сейчас израильские граждане находятся в Турции уже более 12 часов. Министерство просвещения сообщило, что в Турцию был отправлен еще один, третий самолет. По информации СМИ Израиля, за безопасность школьников и педагогов отвечает Шабак. Внимание! Мошенники в интернете, которые делают новости Израиля и каждый день распространяют фейковые новости. Мошенники обложки своих видео делают очень похожими на обложки канала «Радио Нария».
Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном канале. На своем фейковом канале с новостями Израиля мошенники также появляются и в кадре. Их легко узнать. В кадре они появляются в наушниках. Канал мошенников в ближайшее время будет заблокирован. Не смотрите мошенников в наушниках. Каждый из вас уже прямо сейчас может поддержать Радио Нария. Напомню, что сделать это очень просто. Подпишитесь на наш канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также под этим видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же нажмите на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей Радио Нария желает вам хорошего дня. Уже завтра, в среду, 2 апреля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.